Здравствуйте, скорпионы! Сегодняшний таро-прогноз сделаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы увидите сейчас, это расклад на вторую половину месяца августа, то есть период с 15 по 31 августа. Давайте посмотрим, что вас ожидает в этот отрезок времени, какие вам карты сегодня выпадут. Я напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Пишите в ваших комментариях, в ваших отзывах, насколько это видео подходит непосредственно вам. Я постараюсь вам ответить. Также можете поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых, если вы считаете, что им этот расклад подходит, возможно, также может оказаться полезным. Первая карта, которую мы здесь достали, это шестерка мечей, то есть карта перемен, карта какого-то периода исцеления для вас. Возможно, ситуация, где вы переезжаете в лучшее место или уходите от плохой ситуации к чему-то более хорошему, то есть переходный период для вас. Возможность использовать какой-то хороший шанс, хорошую возможность для вас на успех, на хорошие перемены. Также вы можете здесь интересоваться тем, как что-то поменять в вашей жизни, каким способом это можно было бы сделать. То есть ищите какие-то пути, способы для достижения другой цели, соответственно, более лучшей, красочной, которую вы хотите, а не той, что у вас есть сейчас. И вы, скорее всего, движетесь в правильном направлении. То есть вы понимаете, что вам нужно в конечном итоге, и вы вот таким вот образом пытаетесь сами себя тянуть, собственно, и как-то эмоционально исцеляться и тянуть себя к тому результату, который вы хотите. Тут же есть восьмерка кубков. В принципе, речь об уходе от чего-то негативного, к чему-то лучшему, светлому. Здесь солнце такое впереди у нее. То есть если вам что-то не приносит удовлетворения, если вы не видите результата от того, что вы делали ранее, может быть, или вы планировали что-то одно, обернулось все совершенно иначе, и вам это не подходит, вы принимаете решение развернуться, уйти, и это, скорее всего, очень даже правильно. И даже если вы не знаете точно, что ждет вас впереди, может быть, переживаете, что могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства, какие-то сложности, трудности впереди, но вы тем не менее верите в то, что дальше будет лучше, что перемены вам на пользу. Десятка мечей. По сути, это завершение цикла, который вызывал дискомфорт, страдания, переживания, то есть что-то, что вам хотелось опять-таки завершить. То есть здесь акцент на завершить то, что не подходит, и идти к лучшему. Десятка мечей, она финальная, 10-я в числовых арканах, именно в мечах, она говорит о том, что вы уходите от чего-то. Опять-таки девушка, развернутая спиной, здесь развернутая спиной. Здесь она движется к другим берегам. То есть здесь акцент того, что вы как будто бы поняли, как вам нужно поменять свою жизнь, куда вам нужно двигаться в этом периоде, и вы понимаете, что вам следующее, какие шаги нужно совершенно правильно выполнять в этой ситуации. Тут есть шестерка пентаклей, это карта обмена и желание получать какой-то равноценную отдачу. То есть если вы отдавали много, получали мало, вы решаете, что нет, так мне больше не нужно. Я ухожу, допустим, с работы, которая не приносит мне достаточной прибыли, потому что вкладываюсь, много работаю, получаю денег мало. Ухожу во что-то лучшее. Или отношения. Вкладываюсь много, получаю мало. Ухожу, буду искать что-то более подходящее. Вот что-то меняете. Либо если вы понимаете, что вы мало вкладывались во что-то, возможно, вы принимаете решение начать больше здесь опять-таки отдавать. Но я думаю, что здесь о том, что есть какой-то дисбаланс в плане получения. Отдавали много, работали на кого-то или эмоционально вкладывались, поняли, что не получаете должной отдачи. И для вас важна именно эта ситуация восстановления баланса. Тут же есть карта правосудия. Для кого-то может быть решение юридических каких-то вопросов. По двойке мечей могут быть колебания, какое решение принять, уйти, остаться, можете думать. И вы можете как будто сдерживать свои эмоции от этого, от какого-то, такого внутреннего выгорания в этой ситуации, от того, что происходит, от этих колебаний. И в
любом случае здесь вам все равно не хватает вот этого или энергетического, ментального, или финансового какого-то обмена, баланса, справедливости не хватает, нет равновесия, нет справедливой отдачи или нет справедливого какого-то решения касаемо там юридических бумаг, документов, то есть каких-то договоров. И вам хочется здесь добиться этой справедливости, может быть, отстаиванием своих прав, своих интересов. Может быть, вы кому-то говорите, что я уйду, если там не повысите меня, допустим, по должности или не поднимете мне зарплату. То есть вот что-то вот такое вот. И вы можете взвешивать, да, в два разных варианта, как будто вам нужно сделать выбор, уйти или остаться. И вы сами можете очень сильный конфликт здесь испытывать, свой внутренний. Может быть, вы здесь кому-то можете думать о том, чтобы дать второй шанс, как дать возможность в этой ситуации, хотя вы понимаете, что вам совершенно некомфортно то, что здесь происходит. Карта Мир, карта под десяткой мечей, в принципе, тоже завершение какого-то периода, завершение вполне логичное, рациональное завершение какой-то главы вашей жизни. И тут же пятерка чаш. Все равно в любом случае, получая это завершение или подходя к этому финалу, по пятерке кубков у вас есть ощущение, как над пролитым молоком горюете, да, что что-то не получилось. Вы зацикливаетесь на вот этой неудаче, что, боже, столько времени потрачено, столько сил, столько эмоций, столько энергии, столько прожито там, да, каких-то воспоминаний, может быть, есть. Но вот пятерка кубков, она показывает, что вам нужно уйти от этого ощущения сожаления о том, что что-то не получилось. Принять это как факт, что это завершилось. Этот период для вас завершается. Может быть, кстати, кто-то из вас куда-то переезжает, прям едет от тех мест, где вы жили раньше, которые воспоминания у вас, может, какие-то серьезные есть с этим связаны. Да, но вам нужно развернуться и уйти, и сосредоточиться не на прошлых обидах или потерях, или каком-то горе, каких-то сожалениях, а на том, что ждет вас в будущем. То есть какие-то ожидания, которые у вас есть касаемо будущего. Не думать о том, что не получилось. И верить в то, что вот вы в этом периоде получили определенные знания, опыт, какие-то навыки, сделали свои выводы, и вы можете идти в следующую главу своей жизни, для того, чтобы не проходить через эти ошибки снова и снова. То есть вы как будто исцеляетесь, завершая этот цикл, и вот как будто бы, да, куда-то или переезжаете, или вот как завершаете, да, ставите финальную точку, откуда-то уходите, или что-то вот такое, разрываете какой-то контракт. То есть вы понимаете, что это подходит к концу, что этого больше в вашей жизни не будет. Следующая карта у вас карта Дьявола. Это карта Козерога, может быть, общение с Козерогом. Кстати, здесь весы есть, Козероги, может быть, такие люди как-то задействованы, раки тут же есть. Поэтому обратите внимание, скорпиончики. Ну вот тут карта Дьявола, карта привязанности. То есть вы могли быть привязаны к чему-то, от чего вы уходите, и вы сожалеете от того, что вам приходится нарушать привычное уже для вас состояние. Может быть, вы находились в некомфортных каких-то, вы знаете, как обременительных, абьюзивных отношениях или на работе, вот какие-то такие очень сжатые в рамках каких-то находились, и вами манипулировали, или кто-то использовал вашу силу, ваше время, ваши знания, да, и не доплачивал вам достаточно или не ценил вас. По карте Дьявола вы хотите эту токсичную ситуацию разорвать, избавиться от этого разочарования, от этой горечи, от этой боли, да, от того периода, когда вами пытались манипулировать. То есть вас это разочаровывает, расстраивает. Вы хотите оставить это позади и принимаете решение, делаете выбор под восьмеркой чаш, колесница, уйти от этого, причем стремительно, быстро, опять-таки, может быть, даже куда-то переехать, потому что колесница — это тоже движение, это рывок вперед к успеху, к победе, к новым местам, к новым впечатлениям, новым возможностям каким-то. Да, возможно, это не так легко вам дается в плане внутренних каких-то вот остановок, да, для вас. То есть вы как будто боитесь разорвать эти путы, потому что это нездоровая привязанность, к которой вы привыкли, может быть, даже зависимость или какая-то токсичная зависимость, буквальная зависимость, может быть, или ситуация, где вы прям в ловушке себя чувствовали, но вы говорили себе, что ну я не буду привычный уклад менять, ну так уже, ну зачем создавать себе лишние проблемы, лишние какие-то
какие-то сложности, или с документами сложности, или, может быть, ситуация выровняется, может быть, меня начнут больше ценить, может быть, я там вырасту в плане карьеры здесь, на этом месте, да, нужно только время. Но нет, здесь не нужно чего-то такого ожидать или надеяться. Вы должны осознанно для себя решение принять, разорвать какую-то токсичную связь, ограничивающую вас, и мчаться вперед на всех парах просто по этой колеснице. Под десяткой мечей у вас есть тройка кубков, карта общения с кем-то из вашего социума. Это друзья или близкие, родственники. То есть по тройке кубков кто-то для вас важный. Кстати, карта влюбленная — это может быть вторая половинка или кто-то очень близкий для вас. Кстати, по карте влюбленные они могут дать вам совет, помочь принять правильное решение. Поэтому здесь действительно как будто финальную точку, может быть, важное значение будет иметь кто-то, кто даст вам совет разорвать эту связь. Может быть, в неудачных отношениях, какой-то нехороший союз токсичный, вы принимаете решение разорвать вот эти отношения, эту связь, и по тройке кубков искать новых знакомств, то есть новое общение, новые свидания, новые встречи, выбор, потому что тройка — это иногда и любовный треугольник, то есть несколько людей, с которыми вы флиртуете, общаетесь, да, вот что-то в таком духе тоже может быть, как готовность вырваться из этого круга, искать другие возможности, какие-то партнерские отношения. Вот может быть общение и поддержка со стороны друзей, если мы не говорим про романтические отношения для вас. И следующая карта, которая здесь еще есть, карта тройка пентаклей. Я ее положу с тройкой кубков рядом. Карта Верховная Жрица. Для правосудия, для справедливости, интуицию свою подключить, решить, что для вас в первую очередь нужно, как лучше здесь действовать. То есть интуиция должна тоже вам подсказать, как будет правильнее. Тройка пентаклей говорит о том, что вы здесь можете добиться хорошей действительно поддержки и участия ваших близких, ваших друзей там, или ваших коллег. То есть карта такая о сотрудничестве, о взаимодействии с окружающими говорит, а также о том, что вы готовы сделать важный, решительный шаг. Тройка пентаклей — это сделать решительный шаг в этой ситуации. Соответственно, тройка пентаклей, поддержка, увлечение вот этой новой возможностью, может быть, увлеченность новым вариантом. Двойка, опять-таки, два варианта. Вы рассматриваете какую-то возможность, и опять у нас глобус, поездка. Может быть, думаете о том, чтобы куда-то уехать, переехать или какое-то такое решение принять, но связывают вас вот эти путы или какие-то токсичные манипулятивные взаимоотношения, или какой-то контракт для вас невыгодный, вот, или даже моральное чувство долга, что вот я должен или должна, да, вот этим людям или этому коллективу, вот там вот что-то в таком духе. Но вам интуиция должна подсказать, как поступить здесь правильнее, что время вот этого периода вашего в жизни завершилось. Нужно просто принять это как должное и без сожаления развернуться, уйти, двигаться к чему-то большему и лучшему, где вас будут больше ценить. По шестерке пентаклей будет должное вознаграждение за ваши старания, за ваши усилия, даже если вам кажется сложным и трудным это завершение, но он необходим для того, чтобы в вашу жизнь пришел справедливый баланс по правосудию. Итак, скорпиончики, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на вторую половину месяца августа, а именно с 15 по 31 августа мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.